Всем привет! Появилась порция последних новостей про DLC Biotech для RimWorld. И между прочим, DLC выходит вот-вот, 21 числа, в пятницу. И я, собственно, буду стримить. Приходите все на YouTube, Twitch, кому где удобнее. Планирую и в пятницу, и в субботу-воскресенье. Как я и думал, там рассказали про новые фракции, и их оказалось аж 10 штук. И, собственно, рассказали про цену – $25 в США. В России, думаю, будет около 600 рублей. Собственно, так как фракций оказалось очень много, я буду разбирать эту тему в 2 ролика, по 5 фракций. Второй выйдет завтра, в 9 утра. Хоть и новости на этом заканчиваются, я не планирую закончить на этом ролике по RimWorld. Буду разбирать подробнее новые гены, наших мехов, детей и так далее. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить эти ролики. А теперь, собственно, к теме ролика. Ксенолюди в RimWorld. Как вы могли видеть в прошлых роликах, генетика позволяет вам создавать свои собственные виды ксенолюдей, смешивая и сопоставляя более 200 различных генов. Но это не просто инструмент игрока. Ксенолюди являются частью вселенной. В то время как в базовой игре есть человеческие фракции, с биотехом вы будете взаимодействовать с различными ксенолюдьми и их новыми фракциями. Типы ксенолюдей были разработаны так, чтобы они естественным образом возникали из вымышленной вселенной RimWorld и участвовали в игре как враги, заключенные, союзники и колонисты. Внедрение ксенолюдей в мир во многом помогает игре. Это позволяет игрокам испытать новые, связанные с генами способности, как в качестве инструмента игрока, так и в качестве угрозы врага. Фракции ксенолюдей — это способ получить доступ ко многим генам, захватив врага и поместив его в экстрактор генов. Наблюдение за другими ксенолюдьми помогает показать игроку, какие варианты возможны с его собственными генетическими экспериментами. Кроме того, ксенолюди работают как подспорье для большого количества контента. Например, специальные секретные квесты сангофагов. Подробнее об этом в следующем ролике. По сути, ксенолюди делают мир более разнообразными. Фракции ощущаются более отличными друг от друга, когда у них имеются разные боевые способности и физические характеристики. Новобранцы, которых вы получаете из разных мест, будут обладать более экзотическими способностями. Персонажи больше отличаются друг от друга по игровой механике и стилю. Справиться с группой разъяренных, огнедышащих аборигенов совсем не то же самое, что остановить атаку волков, посланных пушистыми и токинскими стрелками. Борьба с неандертальцами — это рукопашный бой, борьба с импидами — это огненная война. Что ж, давайте уже посмотрим на ксенотипы в биотехе. Свинолюды — это гибриды человека и свиньи, которые способны ходить на 2 ногах, использовать инструменты и говорить, но также сохраняют многие свинские качества. Они выносливы и могут съесть почти все, не заболев. Но их руки в форме копыт ставят их в невыгодное положение при попытке аккуратно использовать инструменты и предметы. Они плохо видят на расстоянии, поэтому банды свиных шкур обычно сосредотачиваются на оружии ближнего боя. Они также имеют предпочтение к взрывчатым веществам. Как появились свинолюды? Давно ушедшее правительство объединило человеческую ДНК со свиньями, чтобы заставить животных производить сердца и печень для трансплантологии. Им это удалось, но получившиеся существа оказались очень похожи на людей. Больше, чем этого ожидали. Фракция свинолюдов готова подружиться даже с тонкорылыми, но они также готовы кинуть бомбу и перегрызть человеческие хрящи, когда им заблагорассудится. Относитесь к ним с уважением, и они предложат рысака нуждающемуся союзнику. Обернитесь против них, и последним, что вы услышите, будет торжествующий боевой визг. Импиды. Созданные для пустынной жизни, они обитают во многих крайних мирах и планетах-пустынях. Импиды чрезвычайно быстры, легко переносят высокие температуры и могут изрыгать огонь изо рта. Они ужасны в сельском хозяйстве. Импиды хорошо сражаются на расстоянии, однако их физическая слабость делает их уязвимыми в ближнем бою. Чужеземцы называют их пыльниками из-за их скорости на открытой местности и устойчивости к жаре. Некоторые племена называют их дьяволами из-за их рогов и за то, что они сжигают своих врагов. Это дикое, бесстрашное племя не намерено мирно сосуществовать с кем-либо еще. Их воины являются экспертами в использовании своей природной скорости и огненных атак. Они готовы сжигать города и детей других народов. Боевая тактика племен импидов обычно сосредоточена как на быстрых атаках с использованием огнестрельного оружия, так и на их способности извергать огонь. Происхождение этого племени, существовавшего тысячи лет, затеряно в мифах. Они могут происходить от группы поселенцев, потерявших свои технологии, или от невежественной общины какой-нибудь давно разрушенной цивилизации. Итакины происходят от колонистов, созданных для проживания на сверххолодных планетах. Их большой размер и мех делают их выносливыми в морозных условиях. Итакины имеют психическую связь с дикой природой и могут призывать животных на свою сторону во время сражений. Они не быстры, не энергичны и не точны.
но могут продолжать идти, когда другие уже давно упали. Поскольку они мигрировали со своего ледяного родного мира и так, поселения итакинов живут на многих планетах. Их мех, ревущие голоса и отвращение городской жизни иногда заставляют наивных посторонних думать, что они простодушные животные. Сообразительные итакины с удовольствием используют эти ошибочные убеждения, будь то за столом переговоров или на поле боя. Фракция итакинов предпочитает быть изолированными, и они отказываются иметь дело с посторонними. Они призывают воинов животных против любого, кто угрожает им или проявляет к ним неуважение. Было бы ошибкой недооценивать их спутников диких животных. Однако захваченный и завербованный итакин может оказаться сильным союзником. Неандертальцы – коренастые, крепко сложенные гуманоиды. Их наиболее заметной чертой является то, что их трудно ранить. Они очень устойчивы к травмам, а их сильная иммунная система защищает их от инфекций. Однако они менее искусны, чем обычные люди в интеллектуальных и социальных задачах, а их импульсивность может сделать их опасно агрессивными. Homo neanderthalensis изначально был архаичной популяцией гоминидов, возникшей более 200 тысяч лет назад в эпоху плейстоцена. После того, как они были заменены людьми и слились с ними 30 тысяч лет назад, они отсутствовали в течение десятков тысяч лет, пока ученые не воскресили их из древней ДНК. Теперь неандертальцы выживают на некоторых заселенных планетах. На крайних мирах неандертальские племена влачат ту же жизнь, что и их земные предки давным-давно. Свирепое племя неандертальцев живет в глубокой пустыне. Они открыты для мирной торговли, но в остальном недружелюбны. Воины их племени, не колеблясь, размажат череп любому, кого посчитают опасным. Толпы неандертальцев и огромное количество урона, которое они поглощают перед падением, делают их серьезными противниками, несмотря на отсутствие у них технологий и аналитических способностей. Гризимоты. Серокожие, приспособленные к искусственному свету, гризимоты процветают в тесных и темных местах, где сражения и путешествия происходят на коротких расстояниях. Они чрезвычайно способны к раскопкам и добыче полезных ископаемых. Однако на открытом воздухе они страдают от чувствительности к свету, медленной скорости и плохого зрения вдаль. После того, как первые шахтерские колонии потерпели неудачи из-за стресса, связанного с заключением под землю, агентства по колонизации начали генетически изменять колонистов, чтобы приспособить их к жизни без открытого пространства и солнечного света. Этот ксенотип известен в просторечии как гризимоты. Сегодня грязевые кроты расширились за пределы своих первоначальных домов-туннелей и правят многими поселениями. Их можно найти в глубоких шахтах, тесных низкотехнологичных космических кораблях и миллиардами в темных нижних слоях городских миров. На этом пока все. Сразу приступлю к новому ролику, чтобы порадовать вас новым видосиком уже завтра утром с оставшимися ксенолюдьми. На связи был TOSFORCE.